Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, прекрасные, поучительные, за ваши лайки, за ваши подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Что от тебя скрыто, что скоро откроется. Для начала, девочки, я делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации, вы понимаете, пришла на расклад ваша подруга Света, есть повод посоветовать, посмотрите это видео. Может, она для себя что-то интересное, полезное узнает. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая вы? Ждете новостей. Кто-то ждет новостей от какого-то принца, который может быть на расстоянии, да, с которым, может, физически, ментальное расстояние. Так, на вас характеристика по карте звезда. Очень часто уже на сигнификацию эта карта выходит на вас. Привлекательная, с интеллектом, все прекрасно, все выше среднего, да. Таланты. Девушка может быть ведома какой-то мечтой. Идете за этой мечтой, там, предпринимаете какие-то шажочки, по крайней мере, в голове это есть осознание того, что, допустим, я хочу чего-то достичь, к какому-то результату прийти, вот воплотить эту мечту. Так, чем тут? Так, тут показано, вы с кем-то в оппозиции. Показано, с кем-то выясняете отношения, как будто вы пытаетесь свою правоту доказать. Сейчас будем докладывать, о чем это, о чем эти карты. Уже не знаю, то ли вы с каким-то мужчиной, тут карта мужчины вышла, не можете найти, ну, я не буду говорить там общих точек соприкосновения, нет, тут как будто бы уверенности особо нет в завтрашнем дне. Вот тут карта, этот якорь, это вполне возможно, вы хотели бы отношений с ним более каких-то стабильных, более для себя четко понимать, даже для себя, куда отношения, к чему они ведут, как-то, может быть, больше иметь опору на этого мужчину. Вот как-то так, уверенность в завтрашнем дне. Так, как будто бы вот ваши тут, я не знаю, что ли вы выясняете отношения с ним, то ли это даже внутри вас, может быть, как, знаете, вот постоянный какой-то идет, ну, тут не разговор, да, типа разговор на повышенных тонах, да, как будто бы что-то доказываете, пытаетесь, может быть, выстроить этот диалог внутри себя, постоянно там, как будто бы вы ему что-то говорите, думаете, что он в ответ вам может сказать. Но тут как будто вот эти вот все разговоры в конечном счете, это все сводится к тому, что тут карта развилка. Вы можете, с одной стороны, пытаться где-то с этим человеком отношения то ли наладить, то ли выстроить так, как вам хотелось бы. Но показано, что тут как будто бы вы не можете объективно прийти к какому-то то ли консенсусу, то ли с этим человеком объективно наладить даже отношения. Как на разных языках разговариваете. И вам говорят, карта мастерство, тут две пути, две дороги, развилка. Скорее всего, нужно сделать больше такой, будто бы упор, акцент на себя, на развитие. Пока в карте мастер это вложить ту же энергию, которую вы там очень много энергии тратите на желание доказать этому мужчине что-либо, или либо тут еще карта игра и какие-то сплетни. Тут как будто бы, может быть, желание даже этому мужчине показать, доказать свою значимость. Тут вам говорят, вот эту всю энергию лучше бы направить в собственное развитие, может быть, карьеру, там, материальное какое-то положение. Вот тут что-то и вот этот якорь, это тоже сюда про материалку. Как-то бы вам подсвечивает, что даже где-то наивно стараться этого мужчину в чем-либо переубедить или как-то
как-то заставить по-другому, тут переиграть эту ситуацию. Вам говорят, делай больше акцент на собственную какую-то реализацию, на собственный заработок. Вам еще показывают, вы сама по себе женщина, подарок. Тут только единственное, что следующая эта карта говорит о том, что у вас четко есть понимание того, что меня такой подарок особо тут какой-то товарищ не ценит. Вообще он меня таким подарком не воспринимает. Так, еще звезда, которая запуталась в каких-то сетях. Сейчас я спрошу, о чем это. Ой, спрашиваю, это вы этот паучок? Я должна уже уточнить. Нет, тут какой-то всадник, мужчина, который больше привык, знаете, прискакал, все такие яркие какие-то эмоции, получил желаемое и ускакал дальше, да. Ни тебе здрасте, ни до свидания. Что такое? Сразу подсвечивают, вы как в сети попали к какому-то, ну, не знаю, не буду говорить ловеласу, но товарищу, который привык где-то получать эти яркие эмоции, особо, может быть, не планируя отношения дальше развивать. Как-то так. Тут какой-то идет, знаете, вот по этим картам, как какая-то с вашей стороны претензия, не претензия, ну, как будто бы даже справедливое возмущение. Какого черта? Я такая классная, по звезде это правда и привлекательная, очень привлекательная. Это женщина, которую выделяют из толпы. И тут карта, я подарок, я знаю, что я действительно, ну, хороша. И тут как будто бы вы уже говорите, да ты что, не видишь, какого ты черта со мной так себя ведешь? Даже самой себе можно говорить, это как я, у меня угораздило влипнуть вот какие-то такие взаимоотношения, уж не знаю. Или, может быть, сами себе говорите, как я допустила даже то, что в отношении меня какой-то мужчина пытается так себя вести. Может, самоутверждается за мой счет, может быть, старается там где-то навязать свои правила игры. Вот тут что-то такое вот. Тут карта принца, это в принципе, конечно, мужчина такой, ну, скажем так, с чувством собственного достоинства. Он уже, по крайней мере, себя позиционирует. Человек, который может позволить себе чем какой-то больше, чем какой-то среднестатистический, там, не знаю, обыватель. В принципе, человек, который, может быть, правда, у него есть там статус, правильно, положение там в обществе, материально это подкреплено как-то. Кстати, кто-то может быть и не свободен, то есть женатик. Как будто бы вы какие-то новости ждете от него или о нем. Но пока бесплодно, пока нет этих новостей. Или карта борьба, собака. У меня идет такое, как будто бы подсвечивают вашим. Это как ваши мысли, ваши эмоции, это все вот так внутри, как будто бы вы даже боретесь. Где-то, может быть, даже неосознанно вы ждете новостей о нем, про него, ну, о нем каких-то новостей. Или там от него даже, может быть, кто-то ждет каких-то новостей. Но пока вы не получаете желаемое, бесплодно, и идет параллельно вот эта борьба внутренняя. Где-то вполне возможно вы даже говорите, может, мы можем остаться просто друзьями, я же могу там воспринимать его как друга, да, или могу так как-то попытаться относиться к нему как-то нейтрально, да, и где-то даже вы говорите, убеждаетесь, что с вашей стороны это мудрость какая-то по карте сова. Ну, не обязательно воспринимать его исключительно как мужчину в плане, ну, во всех планах как мужчину, да, и не обязательно воспринимать его как врага даже. Тут пытаетесь себе, как будто бы борьба идет с самой собой. Говорите, ну да, могу как друга его воспринимать. Ну, не знаю, такие мне карты выходят. Ну, вот я на звезду положила, а вас карта сад, социум. В принципе, женщина, которая создана для какой-то, знаете, публичной, уже не знаю, как вам сказать, яркой жизни, если можно так сказать. То есть вас в 4 стенах закрой и скажи, что там ничего не имею против там домохозяек, но вам будет скучно в таком амплуа.
какое-то время может быть и норма там, а потом вы будете выть в этих 4 стенах. Для вас такая характеристика, звезда и тут сад. Для вас это нормально, где-то красиво, может быть, одеться, выгулять платьюшко какое-то, пойти пообщаться с друзьями, подругами, может быть, узнать что-то новое, поделиться этой информацией с кем-то, обсудить. Вот как-то так вот, быть в гуще событий, если можно так сказать, яркой жизни. Для вас это очень важно. Даже если у вас этого нет, вот такой подтекст, девочки, вы сами должны себе это организовывать. Вот как-то так. Но тут и неспроста вам такой какой-то мужчина интересен, потому что тут мужчина тоже, который где-то живет на всю по карте принц. Где-то, может быть, даже он уже себе организовал какой-то уровень, да, в жизни. Уже, может быть, вы на него смотрите там и думаете, да, я тоже так хотела бы как-то так реализовываться, так как-то проживать эту жизнь, как-то окружение какое-то хотела бы такое же. Ритм жизни может быть какой-то такой. Но тут у кого-то, я не знаю, это вот с тем же мужчиной у вас вот по карте оппозиция, вы как что-то доказываете. Вы можете внутри себя, говорю, ходить как дебаты с таким каким-то этим в голове. Он этот, ну, не иллюзорный, он настоящий этот мужчина, но как будто бы вот обращаться, парировать к нему, а его на самом деле на физическом плане нет, но вы вот в голове прокручиваете какие-то фразы, которые, допустим, я могу ему сказать, а он в ответ не может это сказать, там еще что-то. Как будто бы женщине желание доказать, я достойна какого-то совершенно иного отношения к себе. Ну, что-то мне такое пришло. Второй день подряд в прежнем раскладе, в предыдущем у меня было там женщинам свободу, да? А сегодня женщинам достойная мне конкретно, то есть вам конкретно, достойное право. Такому бриллианту нужна какая-то достойная право. Соответственно, и отношение другое совершенно какое-то. Так, что от тебя скрыто, что скоро тебе откроется? Давайте посмотрим. Пожалуйста, кто еще не подписался на расклад, подпишитесь. И на канал, да. На канал, кто еще не подписался, подпишитесь. И не стесняйтесь, поставьте лайки. Благодарю. Итак, что от вас скрыто? Что от вас скрыто? И что вам скоро откроется? Что от вас скрыто? Что откроется? Что от вас скрыто? Что скоро откроется? Что откроется? Девочки, по поводу приобретения карты, вот одна из колод, еще раз, авторская студия наша, Анна С. Иной мир. Такая обложка, вот такие яркие карты. Кому интересно, обращайтесь в личку. То же самое по этой колоде. Души порывы, тоже авторская студия. Тут вообще вот такие вот, видите, какие-то карты, как вам сказать, ну, авторские, что тут, видите, павлин один что стоит такое. Характеристика очень часто на мужчин, а женщин павлин. Прошлое, динозаврик, дьявол, счастье. Ну, множество разных карт. Вот нежность карта. Ну, ладно, извините, лирическое отступление. Может, мне девочки спрашивают иногда, я пишу, отписываюсь. Так, спрашиваем, что от вас скрыто, да? Что скоро вам откроется? Что от вас скрыто? Что скоро вам откроется? Так, что от вас скрыто? Что вам откроется скоро? Что от вас скрыто? Что вам скоро откроется? Что от вас скрыто сейчас? Ага, тотальность.
Офигеть, а что же это такое? Тут разбитое сердце, тут тройка мечей, дьявол посередине. То же самое, разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии. Сейчас, девочки, я уже, что от вас скрыто? Ой, ну как бы я не хотела такого говорить, но оно мне как будто на поверхности. Я не буду говорить у всех, но тут у кого-то проиграется. Девочки, тут прям фатально, как родовая программа такая. Вот смотрите, вы, допустим, отслеживаете. Если не ваша, ну, слава богу, не берите это. Но у кого-то вот эта карта сочетания как будто бы фатально и закрыто. Закрыты какие-то... как будто бы по-другому, по-иному вы не могли бы выбрать партнера. Тут кто-то сам себя, ну, самобичевание накручивает, сам себя как будто бы где-то, ну, чуть ли не претензии к себе, да, предъявляет, говорит, почему я выбираю каких-то мужчин одних и тех же. Почему я, допустим, вот могла ж там выйти замуж типа за кого-то другого, почему я не выбрала кого-то там, почему я вовремя не рассмотрела. А вам тут прям говорят, ну, скрыто от вас, то, что а ты не могла даже в принципе другого выбрать. Вот как будто бы оно предрешено было. В каком плане? В том плане, что допустим, я же говорю, тут фатально, как-то вот перекрыто вам. Вот это как родовая программа. Допустим, ваша бабушка выбрала какой-то один типаж мужчины. Может, выбирала, может, там такие истории очень часто, там какой-то мужчина мог за ней ухаживать, да, и вроде и любовь, да, она в последний момент могла выбрать абсолютно другого, того, которого то ли она влюбилась, да, как-то, то ли материально какой-то более выгодный персонаж был. Ну, допустим, я просто говорю. Как будто бы какой-то вот тут как будто бы выбор шел мужчина у многих по дьяволу. То есть это где-то сексуальное влечение, это где-то нежелание даже предвидеть, последовать, наперед думать, да. Вместо того, чтобы с этим мужчиной подольше пообщаться, вместо того, чтобы как-то хоть примерно спрогнозировать, как с ним может протекать эта семейная жизнь, как будто бы вообще не до этого было, этого в голове не было. Это может быть там бабушка, мама, то же самое. И как будто бы мужчины, которые, выбор идет мужчины, который у кого-то по дьяволу, ну, зависимости, там кто-то руку поднимает, у кого-то алкоголь, у кого еще что-нибудь. Как будто бы в принципе мужчина, с которым вот тут вот разбитое сердце, вот эти все мечты, вот это все романтика, это все в один момент все будто бы разрушается. И тут тройка мечей, это какие-то подлость, предательства, это опять какие-то, это разбитые эти же ожидания, иллюзии, любовь, любовная, чувственная эта сфера разбита. Опять-таки, тут как будто бы вам говорят это то, что скрыто. Тут кого-то карта свадьба, противоядие, и карта, ну, и белая дальше карта. Это говорит о том, что какое-то время ты пыталась, может быть, вы пытались спасти отношения, наладить отношения эти, восстановить, да, где-то пытались к этому консенсусу прийти, где-то, может, даже жертвили, закрывали глазки на какие-то проявления. Но вот эта карта противоядия, это как будто бы вот, ну, не получается там, а у вас вот этот ресурс какой-то вы в себе находили для того, чтобы, ну, сохранить желаемое. Ну, желаемое для вас был какой-то союз. А дальше идет пустая карта. И вот это все, если вместе прочесть, это история о том, что как будто бы изначально выбор партнера уже ну, ставил большой вопрос, да, по поводу того, что нужно ли тебе быть в этих отношениях. Но для чего-то это было нужно вам, для того, чтобы пройти какой-то урок, для того, чтобы вы стали сейчас той, кем вы являетесь. Ну, говорят, что хватит вот этих самобичеваний. Тут на тот момент ты другого бы не могла выбрать. Перед глазами у тебя какие, как будто бы примеры были, с кем ты сравнивала. Другое дело, когда надо сейчас проанализировать, если в вашей жизни был какой-то мужчина, который идеально вот сейчас мог так проанализировать, почему вы его не выбрали, того там, допустим, какого-то другого, если у вас был выбор.
Может быть, у вас это самое, знаете, тут туз жезлов, ну, у кого-то это тяга к плохим мальчикам, да, ну, я думаю, у многих уже тут это как прививочка сейчас пройдет. Ну, типа, как скрыто, это как вам подсвечивает по тузу жезлов, где-то сексуальное влечение к мужчине, где-то вы видели его таким, как свет в оконце, где-то ставили его изначально на пьедестал. Тут вообще вот как будто бы такая история, где женщина сознательно мужчину своего так на пьедестал ставит и, соответственно, сама уходит в тень. Не говоря уже тут о реализации собственных каких-то там желаний, потребностей, закрытия этих потребностей. Как будто бы так вот отдает эти бразды правления своей судьбой даже какому-то мужчине. Вот тут вот это вот как-то оно скрыто. Так, пьянство, тайна, золотая клетка, гармония. Скрыто. Ну, я не знаю, как эту карту пьянства тут прочесть. Но я надеюсь, вы не злоупотребляете. У кого-то, конечно, может быть, как, знаете, желание временно уйти, это, знаете, как будто бы не видеть проблему, существование проблемы, где-то желание переключиться, может быть. Но у кого-то мужчина злоупотребляет, карта пьянства, тайна. Может быть, в принципе, стараются люди, знаете, как ссоры с избы не выносить. Вот тут как-то, что от тебя скрыто, что от тебя скрыто. Может быть, скрыто от вас то, что вы где-то даже стараетесь до сих пор закрывать глаза на какие-то, может быть, проявления мужчины считаете это допустимым, да? Карта тайна, лишь бы, ну, как будто бы пока об этом мало кто знает, то как будто бы это и не стоит поднимать шум, да, и не стоит об этом вообще заговаривать. Золотая клетка. У кого-то опять страх того, что вы сами не вытянете. Может быть, у кого-то там, если детки есть, опять то же самое. Может быть, думаете материально. Я сама не смогу поставить детей на ноги. У кого-то там жилищный этот вопрос стоит. Как будто бы сами себе даже оправдания многие придумываете. От вас скрыто, что даже то состояние, в котором вы сейчас находитесь, вы больше ищете не пути решения. Ну, тут проблема, тут есть проблема, допустим, у кого-то. В личной жизни все совсем не так, как хотелось бы. Так вот, тут почему-то карты говорят о том, что вы больше не ищете даже, я говорю, пути решения, выхода из этой какой-то тяжелой ситуации, какой-то тупиковой даже. Вы больше как ищете тут такие моменты, а что у меня тут еще хорошо, вот более-менее, какие плюсы в том состоянии, в том, допустим, в тех отношениях, где я нахожусь. У кого-то золотая клетка, понятно, материалка, у кого-то элементарно вы даже боитесь страх перемен, неуверенность в себе, у кого-то тут как прям, девочки, тут как выученная, выученная, вымученная беспомощность. На самом деле, вспомните себя, может быть, до союза с кем-то, до брака. Вполне возможно, вы были, это, как сказать, дееспособны, и все у вас нормально, и все вы там решали, кто-то и обучался, и работал, и, может, параллельно там получал какое-то образование, и все у вас ладилось, и нормально, и себя могли прокормить. А сейчас такое как будто ощущение, я же говорю, как будто бы осознанно даже, может, кто-то даже у вас это культивирует, это чувство, которое я не смогу сама, я не вывезу там чего-то. Тут вот это вот как будто оно скрыто от вас, но оно тут его подсвечивает. Что скрыто? Карта гармония. Сейчас. Тут как будто бы женщина сама с собой даже пытается договориться. Вот пытается сама себе доказать, ну не все так плохо, ну как будто бы, ну у всех не идеально. Тут как будто бы, вот, ну, у меня же там есть там какие-то бонусы от того, что я нахожусь. Как будто бы сама себя обманывает. Карта леса. Пытаетесь, может быть, найти хоть какие-то, зацепиться вот плюсы в том положении, в котором вы находитесь. Карта гармонии. Ну, как игру сами с собой ведете. Ну, а кто-то уходит с головой в работу для того, чтобы даже как компенсировать, если неудачи в личной жизни. Знаете, это как-то, ну, может быть, разрешится это все.
Потом, видите, оно не разрешается. Потом, может быть, головой в работу уходите. Я же говорю, как какая-то игра, как самообман. Карта безденежья, ну, может, не в прямом смысле. У кого-то, правда, проблемы с материалкой, тем более старайтесь заработать. А у кого-то элементарно не хватает этого эмоционально-чувственного наполнения, поддержки, уважения. И опять-таки, может быть, пытаетесь компенсировать там, где-то это все там, на работе, в общении с кем-либо. Я не говорю тут не о мужчинах, тут вообще как будто бы общение. Вот как-то они мне показывают женщину, которая где-то даже приспосабливается, где-то сами умеете восстановить себя, вот, да, как-то вот эту карту гармонии, где-то стараетесь зацепиться, даже не то, что заякориться, да, если можно так сказать, и сказать там себе, ну, у меня не все так плохо, у меня же очень много всего хорошего. Как-то сами себя гармонизировать. Вот почему-то мне так идет. Даже если вы, ну, не рискуете вы сейчас поменять там, не знаю, семейное положение свое, еще там как-то изменить что-то, ну, по крайней мере, вы говорите, я не хочу и не буду так остро реагировать на что-то, да. Вот это вот, что-то мне ваше такое вот показали состояние. Вот это как будто бы даже вы сами от себя это скрываете. А оно уже длится давным-давно. И тут какая-то закономерность, как будто бы фатально изначально неправильный выбор партнера, неправильное какое-то, может быть, даже сами себя не знали своих. На тот момент, когда связывали жизнь с кем-то, вы не знали своих потребностей в полной мере, может быть, даже и не догадывались о своих амбициях, да, тут что-то такое тоже может быть. Так, давайте. Что скоро откроется вам? Да. Солнце, так. Подпишись на канал и поставь лайк. Что скоро откроется? Я бы хотела, конечно, тут все весело, задорно прочесть, но я вижу то, что я вижу, то я озвучиваю. Как будто бы вы будете в скором времени для вас, как глазки откроются. Тут как качели такие эмоциональные, как будто бы вы, допустим, один день вы можете говорить там. Это опять-таки почему-то касается вашего по иерофанту. Тут иерофант с двух сторон вышел. Иерофант с одной колоды, иерофант с другой колоды. Как будто бы вашего брака, союза. По-другому я никак не могу это прочесть. Тем более тут дальше семья. Союз с кем-то. Какой-то тут союз. Так вот, как будто бы вы обращаетесь к высшим силам, может быть, даже просите, покажите мне, подскажите, пошлите мне этот какой-то знак, что мне с этим делать. Тут карта потери. Где-то вы понимаете, что как будто бы уже время, может быть, расходиться, разводиться, может быть, на время пожить отдельно. Вот тут как-то так. Потеря и иерофант. Но тут опять какой-то, как по нулевому аркану шут-дурак, даете шансы. Сами себе этим взаимоотношениям. Вот что скоро откроется, то, что вот этот шанс на расставание, как будто бы вы не берете, а даете шанс на то, чтобы опять иерофант, опять, может быть, этой семье быть, или как будто бы шансы на восстановление отношений, потому что где-то у вас вот в голове сидит картинка, да, вы видите эту картинку, тут счастливая семья, в том числе, ну, десятка кубков, это отношения там, где все в семье довольны и счастливы, видите, вот такое. Ну, и тут как будто бы вы только этот шанс даете, да, вроде бы вот настроены, дали, себе эту картинку нарисовали, и тут же показано проявление какого-то человека, ну, тут рыцарь, тут мечей, тут мужчина, как будто бы аналитический пробой, тут вот наносит вам этот удар, вот рыцарь скачет на коне,
И карта аналитический пробой. То есть женщина, мягко говоря, не готова к этому. У вас тут картинка вот так все будет, безоблачно и счастливо, и не зря эти шансы даю. А тут показана теневая сторона. Человек опять покажет свою какую-то, и опять и снова какую-то свою теневую сторону. Ну, боль причинит вам, как будто бы. Ну, и дальше у меня показано то ли своим эгоизмом, то ли вот рыцарь. Рыцарь это в этой колоде это какой-то агрессивный, несдержанный. Это человек, который больше разрушает, чем созидает. Как будто бы особо не заморачивается он. Ранит он вас, не ранит. Вот такое вот что-то. Тут как будто бы шансы, которые даются, вы вкладываете одно значение в те же попытки выстроить отношения, да, а человек тут одним своим словом может это все разрушить. Ну и дальше, что откроется, как будто бы вы для себя принимаете где-то решение, где-то по карте Солнца, и карта Сад, социум, ну, где-то, может быть, свою жизнь разнообразить, сделать более какой-то яркой, насыщенной, наполненной. Это вообще не о других мужчинах. Это может быть общение с подругами, друзьями, может быть родственники даже. Карта Солнца это больше как где-то радоваться жизни, как ребенок, без привязки именно к какому-то мужчине. Вот тут какое-то, не то, что там одиночество вдвоем, нет, вы просто говорите, ну, я тут даю шансы, я тут пытаюсь как-то это восстановить. В ответ я ничего хорошего как будто бы не получаю. Может быть, что-то хорошее есть, но одним каким-то своим словом может человек ранить, разрушить то, что с таким каким-то трепетом создавалось, с такой какой-то нежностью. Тут как будто такое, столько оно хрупкое все. Мне так. При этом показано, вы говорите, мне все равно тяжело, тяжесть к женской ноге, это гиря привязана, и еще черная кошка, это тяжело от какой-то неопределенности, как будто бы, ну, четко вы понимаете, вам тут некомфортно, но уходить откуда-то вы не уходите, решительных каких-то шагов вы не предпринимаете. Вообще это очень похоже. Тут семья, ну, у кого-то может програться как работа, да, то же самое на работе, отношения какие-то такие, вы понимаете, вам там некомфортно, но шансы сами даете, а потом опять, может, коллега какой-то, там, начальник, еще кто-то там, как будто бы вам какой-то как удар наносит, ну, не в физическом плане, но вы поняли, это психически, психологически какое-то влияние на вас такое, причем теневая сторона, человек себя особо не контролирует, он привык как будто доминировать. То же самое в семье. И тут у вас, мне показана женщина, ну, будто бы одевает эту маску, и в том числе в социуме вы не показываете то, что там у вас проблемы в семье, как будто бы зачем это транслировать, зачем это кому-то рассказывать, да, опять-таки, и точно об этой тяжести какой-то. Тут вы предпочитаете где-то как солнышко светить, общаться, может быть, говорите, но я хоть где-то, хоть с кем-то буду счастлива, может быть, там, с подругами, там, не знаю, там, какие-то коллеги на работе, то же самое, может быть. Как вот две жизни параллельных, вот такое вот. И в конце у меня карта, вот как начинали, тут ангелы, да, и тут в конце ангел-хранитель. Как будто бы все равно женщина обращается к ангелу-хранителю, как будто бы говорит, Боже мой, подскажи меня, выведи меня, куда мне, как мне дальше быть. Как-то так, как будто бы в очередной раз какая-то история такая вот проигрывается, где вы опять себе даете шансы на счастливую семейную жизнь и понимаете, что ну пока я этого не могу получить. Это настолько как-то уже или что-то сломано во взаимоотношениях, или человек как-то себя ведет очень агрессивно, как-то так, как для вас это очень больно. Для вас это прям тут энергетический пробой, вы теряете как силу свою, вот, общаясь с этим человеком, подпуская его к себе близко. Ну и тут в конце как будто бы, правда, вы опять как взываете к небесам и просите, подскажите мне, может быть, пошлите мне какой-то знак опять, для того, чтобы я знала, как мне из этого всего выйти с какими-то наименьшими потерями. Может, просто в очередной раз ждете какого-то удобного, может быть, случая для того, чтобы в вашей жизни что-то изменилось. Да. Ну, как-то так, девочки. Я бы хотела сделать веселый какой-то расклад, жизнеутверждающий. Но то, что мне показывают, то и озвучила.
Все, мой хороший, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.